Так, сегодня у нас огромная царского размера коробочка, которая даже в мой чудовищный рыбий глаз не влезает, шириной где-то полметра, с таким вот родом, скажем так, из мохнатого 85-го года. То есть коробочки уже, ну не коробочки, а, скажем так, пресс-формам получается уже сколько? 35 лет, да? Не, какие 35, 45 лет. Что-то у меня с арифметикой сегодня плохо, да? 15, там еще 35, да? Что-то около того. Значит, вот с таким вот космолетом, в кавычках, но на самом деле, конечно, один из самых иконных самолетов вообще когда-либо выпускавшихся известных в перепаке от Академии, в перепаке моделиста от Академии. Понятно, что моделист всегда перепаки, но он как бы в тех случаях, судя по всему, когда бренд того, кого он перепаковывает, это как бы бренд, то в отличие там, да, как мы помним там от Авроры там, где огонек там, пластик, или там целый набор вот этих вот ранних немецких и там прочих танчиков советских от всяких там малангеров и прочее, где как бы это все стеснительно замалчивается, чей изначально пластик, ну там особо, наверное, может быть, кстати, да, и брендов-то этих не существует, чтобы о них писать, то тут они гордо, да, гордо на коробочке прям об этом пишут, что пластик академевский. Ну, год, правда, не пишут, конечно, что 85-й, но, в принципе, что честь по чести сказать, вроде как Академия сама еще до сих пор льет эти киты, так что, наверное, в принципе, это не сказать, что это утиль никому не нужный. Да и, по-моему, китов этого самолета, ну, я не особо шарю, но, по-моему, не то чтобы сильно большой выбор. Ну вот, как бы по прототипу прям нельзя ничего не сказать, ну, потому что очень уж иконная машинка на самом деле. То есть, просто реально вот какой-то звездный истребитель, да, на самом деле, такого уровня, да. Но, как ни странно, да, 65-й год. 65-й год разработки, и там первый полет, по-моему, 68-й. То есть самолет-разведчик, по-моему, я так, насколько, если ничего не путаю, обладатель вообще абсолютного рекорда скорости, по-моему, среди вообще всех самолетов, когда-либо выпускавшихся на текущий момент. То есть штуковина прослужила, по-моему, чуть ли не до 80-х годов, если не 90-х, там еще НАСА их сколько-то какое-то время эксплуатировала. Ну, вообще, конечно, жуткая штуковина, там вообще три маха, то есть 3 раза 3,5, по-моему, что-то около того раза скорость звука превышающая. Ну, короче, вот как увидел, что можно прикупить, а там я себе еще кое-какую скидочку организовал, а, то подумал, ну, блин, ну, как бы надо такую, короче, в коллекции иметь. Так что ладно. А, Как я, да, собственно, коробка здоровая, бокс-арт прикольный. И он даже виден один из пилотов, судя по всему, намекается на скафандр, которые там почти у них как у космонавтов были, у астронавтов, чтобы летать на такой огромной высоте, на такой огромной скорости. Вот, собственно, длина полметра, здоровая штуковина будет в 72-м масштабе. Но зато при этом очень интересно, что деталей всего лишь 43 штуки. То есть смешное количество, в принципе. Ну, для 72-го да, но для такого как бы размера коробки, да, кажется странным. Типа, ну, видимо, из-за того, что, по сути, обтекаемый корпус. Вот. Будем скрывать, потому что полностью слепым методом вообще абсолютно не заглядывал, так что в коробке может быть все что угодно, включая там непроливы, утяженные, сломанные, блин, детали, не комплект. Но вроде как моделист, как бы в этом плане он, в отличие там от всех арков и прочего Восточного экспресса, старается худо-бедно а, качество пластика и комплектацию вроде как контролировать.
Ну, там, по-моему, и цены у них поэтому выше в среднем. Так, ну, так-то просто извлечь. Кстати, по-моему, ни один из этих самолетов не был сбит в итоге. Хотя ПВО его различных, так сказать, стран недружественных, в основном, конечно же, соцлагеря, попытки его сбить, они предпринимались постоянно в разных конфликтах. Так, стандартно для моделиста такая коробочка с вывертом. Мгм. Так, открываем. Ой, чтобы ничего тут не задеть. Ну, как видно, что содержимое коробки где-то примерно занимает процентов 5, собственно, объема этой коробки. А, Так что можно, наверное, сразу начать с бумаги, как по традиции, а потом уже вернуться к пластику. Ну, тут видно, что, собственно, обзорная часть тут много не займет. Ам, Так, начнем с бумажной части. Инструкция, как видно, не такая царская, как была в «Авроре». Не глянцевая бумага, такая просто, в принципе, обычная, такая, ну, мелованная, не мелованная, достаточно гладкая. Даже не, скажем так, не скрепленные листы ее. Стандартная, в общем, для моделиста. Моделист вообще довольно паршиво, скажем так, вот в такого, ну, Аврору мы брать не будем, там, судя по всему, прям в инструкцию были инвестиции сделаны. Но обычно вообще инструкции перепаков моделиста, они вот так и выглядят. Скажу, что на самом деле паршиво достаточно они копируют исходные инструкции, зачастую даже обрезая оттуда некоторые куски важные. Не говоря уже о том, что, например, перепаки некоторые, например, в инструкциях указаны какие-нибудь фотоотравленные детали, или же там еще какие-то аксессуары, да, которых нет в перепаках, а моделист об этом нам даже не сообщает. То есть тупо просто вырезает это из инструкции, как будто там ничего и не было. Вот. Ну это ладно. Тут вроде как бы, собственно, особо такого ничего нет, поэтому, ну, вот действительно раскладка литников, собственно, ну, реально просто смех количества деталей. Конечно, если бы я себе немножко не сэкономил, то как бы цена, конечно, казалась бы завышенной сильно. Даже очень сильно, я бы сказал, за 43 детали. Ну, тут скорее, конечно, цену в основном сам прототип диктует, потому что уж больно известный самолет. Вот. Короче, что у нас тут идет? Сборка начинается с этого листа, приборной панели. Ну, судя по всему, декалями, но сейчас посмотрим. Да, два пилота друг за другом там у нас сидят. Кабина отдельно собирается, проставлены краски, а, обтекатели всяческие. То есть реально, ну, шагов мало и буквально по парочке деталей. Остекление кабины, ну, по понятным причинам все-таки прозрачный пластик. И буквально с парочку страниц мы перелистнем. Ну, сказать реально просто как бы нечего. И, собственно, схема краски начинается. А, Декаль должна быть, так я смотрю, достаточно обширная, потому что там вроде довольно много технической информации. Я надеюсь, она, в принципе, качественная. Но тут такое ощущение, что на самом деле, да, на декаль придется потратить времени, скорее всего, не меньше, чем на саму сборку, а то и больше. Я смотрю, есть вроде как даже вариации. То есть вот у нас дается на первое стратегическое авиакрыло авиабазы Кадена, Окинава. Это, если не ошибаюсь, скорее всего, откуда был первый полет совершен. И девятое стратегическое разведывательное авиакрыло. Э, Собственно, краски, декали. Много. Вот здесь особенно по низу много технички. Э, Собственно, и все, наверное, на этом. Давайте посмотрим тогда, собственно, декаль.
У нас декаль у нас от символ Print. Впервые вижу, честно говоря, вижу этот бренд. Ну, то есть не оригинальные, не академевские. Тут белым шрифтом пропечатано, поэтому на камере, скорее всего, ничего не видно. Но, в принципе, качественно достаточно выглядит. Единственное, что такое впечатление, что на декале, по-моему, сильно больше всего, чем собственно, у нас на инструкции нарисовано, но, может быть, я что-то и путаю. Ну ладно, допустим, с этим мы будем разбираться много, то есть технически достаточно много. Вот у нас тут есть даже, сейчас посмотрю. Ну да, вот этот щиток это у нас как раз 9-е авиакрыло. А забавный крабик у нас, наверное, очень мелкий, потому что я его не вижу. Который с Окинавы-то. Ну, где-то он есть определенно. Ну, декаль выглядит, в принципе, нормально. Я не вижу каких-то огрехов, смещений, ничего такого, в принципе, нет. То есть тоже тут качество моделист, наверное, я надеюсь, проконтролировал, и зрительно это выглядит все окей. Давайте глянем пластик. Пластика начнем, собственно, с главной части. Так, это выглядит так, как будто это одна деталь, но это две сложенные половинки, я так понимаю, да? Извлечем, конечно. Давайте посмотрим все-таки эту здоровую штуковину. Конечно, как склеивать эту бандуру. Сколько заходов. То есть вот это две детали, да, они тебе прямо их прямо из коробки сложили между собой. Ну, поэтому стыкуемость можно чекнуть буквально прям не отходя от кассы, и она, походу, хорошая. Ну, правда, вот виден внизу зазор небольшой. Ну, то есть, как бы одна вкладывается в другую. То есть самолет вот действительно такой огромный. То есть 72-й масштаб, это реально почти полметра. Махина с очертаниями, конечно, которые ни с чем не спутаешь. Как бы это исторически первая попытка применения технологии стелс, то есть делать обводы самолета с целью, так сказать, уменьшения его радиолокационной заметности. Но по факту оказалось, что вроде как бы, конечно, цель какого-то там маскировки от радиолокационных средств противника Советского Союза, там и, так сказать, сопутствующих, она вроде как не отработала особо. И, по сути, самолет в основном его основная, так сказать, преимущество при прорыве там ПВО линий, да, выходе в районы, да, где там нужно было отсъем. Он в основном из-за скорости как бы это делал до тех моментов, пока, собственно, у Советского Союза там не появились истребители, которые обладали где-то сходными скоростными характеристиками и могли перехватывать. Вот. Так что, блин, ну реально. Ну, кстати, для 85-го года, ну вот, серьезно смотришь, как-то я что-то пытаюсь какие-то найти огрехи, ну, все очень круто. Очень гладкий такой пластик, не облоя, ничего. Каких-то утяжен, что-то, ничего не вижу. Просто, блин, красивый этот самый планер. Шикарнейший такой. Ну и, блин, реально, по сути, чуть-чуть. И вот немножко того, что осталось. То есть даже особо-то говорить не о чем. Сейчас. Так, прям руками откроем это все дело. У нас тут в этом же пакетике и прозрачные детали. Прозрачные детали, кстати, положили в отдельный пакетик внутри. Тут даже осталось еще, собственно, клеймо Академии. Академия, если правильно. Плоховато видно. Сейчас хочу прочитать, что там написано. Там написан там, господи, да, 86
86-й, по-моему, год, не 85-й. Made in Korea. В общем, это был год, наверное, когда как раз этот самолет... те года, когда этот самолет, наверное, делал свои последние полеты. Из 3 частей остекление состоит у нас. Ну, собственно, как и так, остальные части. В остальном это хвостовое оперение, носовая часть, вот эта часть, текатель, приятно, что не сломан. Сопла двигателей. Тут тоже достаточно такое ажурное литье. И видно, что отлито хорошо. То есть вот это вот мелкие сетки, они не залиты облоем. Иначе, конечно, выстругивать бы потом было бы очень тяжело. Да, кстати, неофициальное название самолета Blackbird, Дрозд. У Советского Союза был свой Дрозд. Нет, Грач, извиняюсь. Что-то я уже заврался. Да, тут опять академический пластик, 86-й год. Моделист свое клеймо сюда лепить не стал. Да, из жалоб я помню, единственное читал, что, конечно, жалуются на достаточно слабо детализированные ниши шасси. Кстати, я вот не посмотрел, были ли вариации на самолет в полете и самолет, собственно, на взлетно-посадочной полосе. По-моему, вариантов... Хотя, скорее всего, их можно сделать. Но вот непосредственно в инструкции, где ниши шасси, нету информации о вариации. Но, возможно, если найти исходную инструкцию Академии, я подозреваю, что, скорее всего, я когда буду собирать, я так и сделаю, потому что ксерокопиям от моделиста как бы лучше не доверять в таких случаях. Может быть, там эта информация и будет. Не думаю, что сложно сделать закрытый ниш шасси. Я, скорее всего, буду делать, конечно, шасси. Ну, как бы все, больше сказать особо и нечего. Вот такая вот здоровая штуковина. Для пластика 85-го года все довольно круто и качественно. То есть я бы, наверное, если бы не знал, ну, не сказал бы, что это 85-й год. Колеса, кстати, отлиты одной деталью. Нету, не с двух половинок даже. Вот так вот. Пожалуй, все.